внимательно смотрите ролик. Во-вторых, у вас куча ошибок мышления. Пока вы должны спать, вы не уснете, потому что вы должны, а заснуть не можете. Эфир завершен. Эфир завершен здесь. Глюк интернета. Начнем дальше. И вы не можете уснуть из-за того, что у вас напряжение, то есть у вас тревожное состояние. А тревожное состояние — это момент бей-беги, то есть это момент активации. Поэтому пока вы будете себе говорить: я должна заснуть, я обязана заснуть, то вы не заснете. Не заснете. Поэтому, почему в том ролике я рассказываю, посмотрите на другие дома, окна горят, там люди тоже не спят. Разница в том, что те люди не тревожатся из-за того, что они не спят. Вы же тревожитесь из-за этого. Следующий момент. У вас идет как бы чтение мыслей. Откуда вы можете знать, почему-то бабушка не спит? Вы делаете такое умозаключение. Эта бабушка, у нее тоже там бессонница, и вот она носки вяжет, и она тоже не спит. Нету здесь интернета? Не спит. Возможно, бабушка, она уже днем выспалась, потому что у пожилых людей, они на пенсии, они могут любое время спать, независимо от времени суток. И поэтому она днем выспалась, а сейчас сидит и носочки вяжет. Понимаете? Интернета Вот. нет, видишь, не связывается. А чего? Ну, откуда я знаю? Так зайди, может, там не включен интернет. Ну, вроде включен. Ну, давай. Не привязывается. Ну, Вот. Поэтому я отвечаю на те вопросы, где с таким сокрушением женщина либо девушка писала в чате, что я там рассказываю какую-то пургу. Вот. Так. Сегодня давайте буду отвечать на ваши вопросы. Мы думали поднять одну тему, но еще не готовы, как бы. Еще получим заключение у врачей там по медицине. Надо забрать карточки, и тогда мы вам что-то интересное расскажем. Но расскажем это мы Тема. расскажем в следующий раз. Просто рассказывай, Поэтому сегодня как говорится, настраивался на это, но обстоятельства поменялись. Сейчас нужно будет перестраиваться, плюс, конечно, шум тут кругом стоит. Везде все разговаривают. Попытаюсь, поэтому задавайте свои вопросы. Буду сосредотачиваться и отвечать на ваши вопросы, у кого какие накопились за целую недельку. Это недельку у нас не было. Изменим, как добиться успеха, правильно? В этой неделе. Ну так ты же помечай в этом деле. Успеха можно добиваться во всем. Без успеха? Как выйти с тревожно-депрессивного расстройства? Вот и сюда людей понятно. А успех — это размытое, понимаешь? Человек лазит в тревожном состоянии, как добиться успеха. А успех — это размазанное все это. Но... Как выйти с тревожно-депрессивного расстройства? Пиво или водка? Есть, да. Роман Павлов. Пиво или водка? А ты что любишь? Если задаете вопросы, поясняйте, что вы имеете в виду. Вы любите пиво или водку, или выводит пиво или водка, или можно пить пиво или водку. Более конкретно задавайте свой вопрос. Так,
Вот уже 7 человек. Сегодня немного опоздали. Как бы планировали на 6, но получилось можно пить или лучше не пить. Смотрите, сейчас я вам объясню. Все люди в этом расстройстве, то есть вообще тревожные люди, они спасаются алкоголем. Но они, не понимая в это, они себя загоняют в следующую ловушку. То есть ты попадаешь в зависимость уже плюс алкогольную зависимость. Если мы систематически пьем, то что происходит? Привычка, формируется привычка. Наша жизнь, человеческая жизнь, это состоит из ряда привычек. Мы живем по каким-то привычкам, понимаете? Поэтому насчет возможностей сейчас я вам, то есть можно не можно, я попытаюсь вам объяснить. Если вы находитесь уже в хорошем таком неврозе, то лучше не употреблять. Почему? Во-первых, малое количество на вас не подействует. Если вы выпьете, ну, как бы изрядно сразу что-то будет, но потом на утро будет еще хуже. Когда пройдет эффект воздействия алкоголя на наш мозг, то есть он относится как бы к наркотическим веществам. Там любые наркотические вещества, они влияют на наш мозг, замедляют нейросеть, вот эта заторможенность, но и усиливает выработку серотонина. Усиливает выработку серотонина. Но когда проходит этот эффект вот этой выработки серотонина, идет резкое падение серотонина, понимаете? И когда он падает, то тебе становится еще хуже. Я пару раз пробовал именно как бы употребить алкоголь, на утро становилось хуже. Но еще такой момент, но это уже было, когда я более-менее уже выходил с этого состояния, когда я был в полном просаде, там ты вообще не думаешь про алкоголь, ты в руминации крутишься и все. У тебя тревога, у тебя все это там, тебя все эти сопутствующие тебя молотит, колотит, и ты даже, у тебя мыслей там таких не приходишь, что какой-то алкоголь пить или еще там чего-то. Вот. И поэтому я эффект рассказываю, как оно работает. Если не сильно просажен, то 50-100 грамм, но как бы не больше. Если переберется норму, на утро будет хуже. А так 50-100 грамм, да, чуть-чуть повысит выработку серотонина и замедлит, притормозит вот как бы нейросеть, вот движение наших нейронов, вот эту быстроту мышления притормаживает. Ну а смотрите, дают вот эти прегабалины, то есть там лирика, ринейра, там сейчас, наверное, еще они разные есть. Они тоже содержат там определенный состав наркотического вещества, который влияет на нейромедиаторы. На нейромедиаторы наши, они их затормаживают, но они пьют систематически, понимаете? То есть вот эти... Мне когда выписывали, но я не пил, у меня прием был, лирику выписывали, и по приему мне нужно было ее пить три раза в день там на протяжении месяцев, понимаете? Но я ее не пил, я пару раз пробовал, и ее действие на меня, я тогда четко помню, меня шатало. Вот я, во-первых, когда выходил с приема, мне дали, я выпил, сказали посидеть в коридоре. Я посидел минут 5, наверное, и я почувствовал, что я вот плыть начал. Я начинал плыть. И потом мне нужно было со второго этажа спуститься на первый, чтобы меня, ну, брат как бы забрал на машине. Мы на машине приехали. И я уже спускался по этой лестнице, вот такой, как пьяный. Вот реально ощущение тебя, как будто ты изрядно выпил. То есть ты идешь и ты плаваешь, у тебя нарушена координация, ты такой как бы плавающий, координация нарушена,
ты немножко нереально ощущаешь вот окружающую среду, вот ты плывешь, и еще раз я выпил дома, и вот я не мог попасть в дверные проемы. Я все время дверные проемы цеплял как бы плечами. Вот я не мог пройти ровно в дверь. Ладно, когда ты уже закончишь. Я все время цеплял плечами, не мог попасть. Настолько они работали вот именно по мозговой активности. И еще я четко помню, что ты пытаешься подумать, но подумать ты не можешь. Ты вот мысли, они вот как бы там как плавают, и ты не можешь их в кучу как бы собрать, не можешь свое мышление собрать в кучу. Вот так действовали вот эти препараты. Поэтому по поводу алкоголя я вам дал ответ, а дальше это уже частное. Сам решает, пить ему или не пить, и сколько пить, это уже, как говорится, дело частное. Я просто рассказываю про эффект, как оно работает, и еще расскажу уже на выходе, как бы уже мне было нормально, чуть-чуть еще, когда чуть-чуть откатики где-то были небольшие такие, и я выпил, у нас как бы была такая там встреча, и я выпил где-то бутылку бренди, бутылку где-то получилось, я выпил. Да, тебе было нормально, классно, я не перепил, но пьяненький был хорошо. И на утро у меня, во-первых, я в 4 часа, как говорят, подорвался. И у меня был страх. У меня появился страх, и страх, он не чего-то, а страх, он такой беспричинный. Он какой-то был животный такой страх. Но я уже как бы владел КПТ, я не испугался этого, я подошел к окну и начал смотреть на фонари. Это было или осень, или ранняя весна, то есть 4 часа это еще довольно как бы темно на улице. И я подошел к окну в кухню и стал смотреть на фонари. Я просто переключился на фонари и заметил, что мой страх, он потихоньку начинает спадать. Но он как бы держался. По времени я определенно сказать не могу. Но это было не минуту и не там 5 минут. Это было довольно дольше этот страх держался. Довольно дольше он держался. Но потом он как бы спал. Вот спал этот страх. Вот я вам рассказал про алкоголь, как он действует. И рассказал про свой опыт, как он работает. Именно со своего опыта, что было со мной, когда я употребил большое количество спиртного. Так, в принципе, если вы не в сильном неврозе, то где-то примерно вот грамм 50, вот рюмочку, 2 можно выпить. Ну, 40-градусного, там, либо водочки, либо коньячка можно выпить, но больше как бы нежелательно, потому что это уже будет, пойдет сверх нормы и получится такой обратный поутру, обратный откат будет получаться. Добрый вечер вам с Петербурга. Жора, здравствуйте. Давно не было, как приятно вас видеть. Так, еще какие есть вопросы? Да, блин, тяжковато здесь, кругом все разговаривают и так громко. Чего переключишься? Вот. Главное, вайбер проходит, а ничего больше не проходит. Подключаюсь я, короче, на ту мобилу еще тоже. Подключаю один аппарат. Так, Не вижу выхода. Ты не видишь выхода? По подключению? Понятно. Так, что еще? Расскажи. Так, да, не забывайте поддерживать канал, ставьте лайки, чтобы больше, он тогда больше открывает свои ворота, то есть больше людей тогда запускает, как бы получается. Если ставят лайки, то есть нравится эфир, тогда рейтинг за счет вот этих лайков и ваших комментариев он начинает подниматься, и тогда YouTube начинает бросать как бы
эфир в разные ниши. То есть он начинает предлагать другим людям в нашей вот этой сети, да. Не Добрый забываем вечер, только поддерживать. подключилась. Подскажите, вы на препаратах? Ольга Моисеева. Нет, я не на препаратах. Ольга, Давай. Слава, ну ты когда закончишь вот эти сбивать? Ну мне надо Но секундочка еще одна. Ты Сейчас уже полчаса тут что-то химичишь. Ну что мне сделать? А что ты делаешь? Такая у нас работа. Сейчас вернемся, Слава тут что-то настраивает, поэтому сбивается. Да, сейчас вернемся к Только вашим вопросам. Подскажите, вы Через на Донати Э, могут задавать вопросы. Ольга, вы поясните вопрос. На препаратах был, не был, сейчас на препаратах. На какой мне вам вопрос ответить? Если бы вы мои ролики смотрели, там их 130 роликов, и уже наш канал существует вот год, наверное. Год. Я там все У рассказываю. нас программа по выходу из Подожди, трибуны. я там рассказываю про препараты, сколько я там пил, какие препараты, как я выходил. То есть там вся информация присутствует. Еще сейчас раз как бы скажу. Препараты я пил, наверное, году в данном в реках. Рекомендации попалось. А, вы сейчас, Ольга, попали. Сейчас я вам расскажу. Препараты я сейчас не пью, они мне не нужны. Почему? Я полностью управляю своими эмоциями, своими мыслями. При этом перестрою всю свою нейросеть. Все свои неправильные убеждения, из-за которых я туда попал, я их все поменял. Второй момент. Я был в этом расстройстве 10 лет. 10 лет. Препараты, есть такой препарат стимулатон. Я стал пить, наверное, году на третьем. Я его пил, может, год, может, немного больше. Но потом я его бросил, потому что эффекта от него не было. Не было эффекта. Но эффекта от него для меня не было, поэтому я сделал вывод, что его бессмысленно пить, потому что ничего не меняется. Дальше мне выписывали такой препарат, как лирика и Ренейра. Мне лирику выписывали. Это американский препарат, такая капсула, половина красненькая, половина беленькая, для снятия тревоги, транквилизаторы. Вот. И я 2 капсулы пробовал пить. И то я их выпил, посмотрел, как они на меня действуют, а когда ты их выпиваешь, ты соображать не можешь от слова совсем, ты вот плывешь и все, ты не можешь свои мысли собрать. И я в тот момент подумал, а как мне вот вообще жить, когда я не могу вообще ничего соображать, понимаете? То есть ты становишься, то, что называют овощем таким, ты становишься таким овощем. Вот, поэтому я 2 раза только его пил, этот препарат. Потом, впоследствии, когда я вкручивался дальше, мне выписали 6 препаратов. 6 препаратов мне нужно было пить одновременно. Название я не помню, но у меня в выписке они есть. Дома выписка это лежит. Заключение моего расстройства. И вот там 6 препаратов, и в совокупе получалось около 10 таблеток и капсул. Ну, если вместе собрать, это получалось около 10 там разных таблеток, и вот таких капсул мне нужно было принимать в течение дня. Я помню, начал что-то пить, наверное, дня 2 или 3, посмотрел, что ерунда это полная, и как-то я их сложил в такую тумбочку на кухне, и они у меня там стояли. То есть я выходил без препаратов. Но это очень тяжело. Я скажу сразу, тем, кто вдохновляется, заходит и будет пытаться в тяжелом состоянии применять мой опыт, я не советую.
я советую выходить параллельно, пить препараты какое-то время и заниматься КПТ. То есть параллельно. Дальше от препаратов вы уйдете, когда начнете чувствовать свою силу. Это будет чувство. Первое, возникнет чувство, что ты с этим справишься, а потом ты уже через какое-то время полностью выходишь. Но сначала это будет чувство. Поэтому препараты, они используются как помощники, Но там есть еще в препаратах другая история. Препараты очень тяжело подобрать, потому что на каждого человека они будут работать по-своему. Потому что мы визуально все одинаковые, руки, ноги, голова, уши там и так далее. Но внутри человек каждый индивидуален. И поэтому препараты на одного человека будут работать так, на второго человека будут работать так, на третьего, как бы на каждого они будут работать индивидуально, понимаете, не будет одного препарата, одинаковая работа на всех людей. Правильно реагировать на причуды моей нервной системы. Так. Только подключилась, подскажите, на препаратах. Вот я вам, Ольга, рассказываю, если вы только нашли канал, как бы вы еще не подписаны, еще не знакомы, а только входите. Вот я вам объяснил свою историю. Если больше хотите узнать, у меня первый ролик называется «Моя история». Я там рассказываю, что со мной происходило. Ну и, соответственно, у нас уже видеотека, там, наверное, 130 видео, часть из них, там короткие видео, это программа по выходу, я там суть собираю, как бы, что с человеком происходит и что когда делать. Это коротенькие видео, они там, как правило, минут там, от 10, наверное, до 20 минут короткие видео. Но и в больших наших эфирах, больших наших видео, там тоже я и про себя рассказываю, что делать и как бы много информации. Еще, ребята, такой момент. Я смотрю, что вы все ходите только по верхним роликам. Вы ходите только по верхним эфирам. Спускайтесь вниз, потому что канал существует уже год, даже чуть-чуть больше, год там и месяц, наверное. И в наши первые эфиры, вот в течение года, там очень много полезной информации, очень много. Поэтому вы идите туда вниз, а не только ходите по верхним роликам. Спускайтесь вниз в тот год, спускайтесь и смотрите все ролики. Я там все рассказываю, как с мыслями работать, как с кардионеврозами там и так далее. Я уже все перечислять не буду, но информации там очень много. Там очень много информации, как справляться, что делать вот с этим тревожно-депрессивным расстройством. КПТ также работает по биполярке, то есть по ОКР, импульсивно-компульсивное расстройство. Там есть вся информация, там есть ролики и про ОКР я рассказывал, у нас на эфира 2 посвящалось. Один эфир был в том году, как работать с ОКР. То есть информации, ее очень много. Просто нужно включать, и насколько вы можете внимательно смотреть то, что я рассказываю. Я понимаю, что вы на тревоге, человеку очень тяжело сфокусироваться. То есть тревожный мозг не дает человеку сосредоточиться. Поэтому информация тревожному человеку, она заходит вот по таким крупинкам, как бы по зернышку, по чуть-чуть. Она как бы вот вы эфир весь просмотрели, например, вам чуть-чуть что-то только упало. В следующий раз смотрите, еще что-то чуть-чуть упало. И каждый раз, смотря эфиры, там эти ролики, по чуть-чуть вам что-то будет залетать.
И второй момент. Со временем, когда вы начнете обучаться, вы уже эти ролики будете видеть по-другому. Вы уже их будете видеть как бы под другой призмой, понимаете, под другим углом. А вы вроде бы их смотрели там десятки раз, но каждый раз вы будете открывать себе новое и новое, то, что вы раньше не видели. А вы просто это не видели, первое, из-за когнитивных искажений, и второе, дает их видеть по-другому, это осознанность. Это постепенно, когда ты тренируешься, к тебе приходит понимание, осознавание, понимание, и ты уже эти ролики видишь под другим углом. Ты уже видишь их по-другому. Вы это увидите, со временем вы увидите, что постепенно вы эти ролики будете видеть по-другому, совсем по-другому. Это удивительная вещь, но так будет происходить. Вы будете видеть по-другому. В реках попалась. Рекомендую. Я благодаря вашему каналу научилась правильно реагировать на причуды моей нервной системы и изменила отношение к своему расстройству. Все прошло. Здесь нахожусь как в команде единомышленников. Спасибо, Ирина. Ирина, а вот напишите, сколько вам понадобилось времени, чтобы вот выйти, как бы относительно выровняться уже ровненько, идти по жизни, уже не скатываться, уже как бы не получается, я понимаю, откаты вас уже не скидывает, а вы уже стабильно, ровно идете, то, что называют ремиссия. Только разница, то, что рассказываю я и обучаю чему в свое время меня вел специалист, девушка. Она мне рассказывала, что как происходит. Я обучался у нее, плюс свои методики, которые я параллельно, до чего я доходил, до чего осознавал, понимаете? То есть то, что я вам рассказываю, большой, может 50% вы не найдете, как бы нигде больше. Потому что это я не методички рассказываю. Я рассказываю свой опыт, то, как я выходил, то, как я это видел и то, что я с этим делал. Понимаете? То есть я не ученый, не специалист как бы каких-то колледжей. То есть я учился не по методичкам, а я учился со своей жизни при помощи специалиста, который учился вот таких колледжей. И поэтому определенная часть информации, и ее немало, вы не найдете ни в каких методичках, вы не найдете ни на каких каналах. Это мой личный опыт. И я думаю, то, что я рассказываю, еще войдет в учебники по психологии, будут применяться в разных, возможно, странах, в психиатрических вот этих больницах. Я думаю, что это будет. Вот, именно то, что я рассказываю, как это видел и что с этим делать. Какая-то часть опыта будет внесена в некие методички. Вот, так, не забывайте ставить лайки, подписываться, тех, кто только зашел на канал. Кто хочет задать срочный вопрос, Да. объясни. Подписывайтесь, потому что выйдете, YouTube он большой, и канал потеряете. И перепроверяйте свою подписку. То есть подписались, вышли, проверили, там снова, если не подписались, снова подписались. Также не забывайте нас поддерживать финансово, потому что Через Donatios. У нас нету никаких меценатов. Это мы добровольно делаем сами на свои средства, тратим свое время, тратим свои денежные средства, потому что любая деятельность ведет
финансовую имеет финансовую Сторону. составляющую. Фильм «Ворошиловский стрелок», да? Когда он купил снайперскую винтовку, он перед этим что сделал? Продал свой дом. Поэтому мы покупаем тоже аппаратуру, также у нас техника, которую нужно заправлять, которую нужно ремонтировать, и плюс наше время, которое мы посвящаем вам, а при этом могли находиться с семьей. И вот как эти все, кто за нами находится, видите вы или не видите, Я повернул. вот, видите, отдыхают, жарят шашлыки. Мы могли бы тоже это Да, делать. вот. Кто Но- хочет задать срочный вопрос, заходите в Donations по ссылочке. В описании видите, ссылочка висит. Если хотите задать срочный вопрос, заходите в Donations, пишите свой вопрос, Да, и да. на него тогда Александр срочно отвечает. На То есть вопросы, да, вне которые очереди. будут через донатию, я буду Через отвечать в Donations, первую да, очередь, вне очереди. потому что всем не успею ответить. Да, там платный вопрос. Копеечку нам закидывайте на Donations, но зато ваш вопрос полностью разбираем и даем да. ответы. У меня тоже только положительные рекомендации, эмоции. Моя жизнь поменялась на 1000% благодаря советам Александра и роликам на канале. Программа по выходу с расстройства. Так, стоп. Убежали мы. Я благодаря вашему каналу научилась правильно реагировать на причуды моей нервной системы, изменила отношение к своему расстройству. Вопросов Всё прошло. много. Здесь нахожусь как в команде единомышленников. Спасибо. Так, Ниже. Ира, так, Ира, вот как начала смотреть вас, было все один в один с вами. Когда я подписалась, было 6 человек. Пересмотрела все по несколько раз. Откатов нет пока. Здесь главное, смотрите, Ирина, когда приходит мысль, а вдруг вот снова вернется, говорится, вернется так вернется, я с этим справлюсь, у меня много опыта и знаний. У вас действительно мы приобретаем опыт работы с этим расстройством. Понимаете? Вот это и формирует уверенность в человеке, что ты за счет опыта и навыков ты становишься уверенный, что если оно вернется, то я с этим справлюсь. И когда ты абсолютно встраиваешь в себя убеждения и через опыт видишь, что ты с этими откатами начинаешь и с мыслями там справляться налегке, вот здесь и формируется у тебя абсолютная уверенность. А когда у человека абсолютная уверенность, то он не тревожится, понимаете? Вот как оно работает. В чем разница между КПТ и теми людьми, кто пьют препараты? Люди, пьющие препараты, да, они выходят в ремиссию, они приходят в ремиссию, выскакивают, как я говорю, выскакивают. У меня такая была тоже штука, я как-то выскочил, но потом, получая стресс, а стресс ты получаешь, потому что ты не меняешь свои ошибки в мышлении. То, что называют поменяйте отношение там, к ситуациям. Только они не объясняют, что это такое, как их поменять. Мы все рады поменять, только как мы не знаем, как это поменять. А это именно замена своих убеждений, реагирование ситуации, вот это все по цепочке. Основное это убеждение, неправильная схема мышления, неправильное убеждение. Через эту неправильную схему мышления мы получаем стрессы. И то есть, если человек выходит в ремиссию, то 90% вероятности, что он попадет назад. Почему? Потому что он дальше будет продолжать испытывать стресс именно из-за неправильных своих убеждений. Понимаете? Вот один из моментов, в чем разница между КПТ и теми, кто пьет препараты. Второй момент, вы приобретаете способность управлять своим мозгом и своими эмоциями, то есть управлять своими мыслями. Мы можем их думать, можем не думать, то есть убрать эту мысль. Можем ее обдумывать, можем не обдумывать. Мы можем думать, можем остановить свое мышление, сказать стоп, хватит. Я про это подумаю потом.
Вот это только я несколько вам таких назвал факторов, там их целый ряд, по причине которой вы обратно не попадете уже. Вы просто не дадите себе туда вкрутиться за счет навыков именно работы с мыслями и с эмоциями. То есть работы в стрессовых ситуациях. Плюс понимание, вот когда я все это осознавал и стал понимать, что любые эмоции, вот как такой момент, любые эмоции отдаются в теле. И я сделал вывод, зачем мне с кем-то спорить, потому что спор это агрессия. Когда человек начинает эмоционально спорить неконтролируемо, идет уже перевозбуждение человека, нервной системы. А перевозбуждая нервную систему, мы получаем болевые ощущения в теле, когда мы кричим. Когда мы смеемся и хохочем, мы получаем хорошее ощущение в теле, эмоции. Когда мы злимся и ругаемся, мы получаем негативные, то есть болевые ощущения. И когда ты начинаешь это понимать, то ты перестаешь с людьми вступать в какие-то споры. Второй интересный момент. Когда ты начинаешь понимать, что у каждого человека свои способы мышления, То есть, если человек с ошибкой в мышлении, с убеждением должествования мне должны, то ты этому человеку сделай 9 раз хорошо, 1 раз у тебя не получится, и ты для него останешься плохой. А значит, делаешь вывод, что ни под кого не нужно подстраиваться. Нужно создать в себе стержень определенных правил, по которым ты живешь. И придерживаться просто этих правил. Ну, это мое личное мнение, как сделал я. Людям вы не угодите. Сколько будет людей, столько будет мнений именно из-за их способа мышления, потому что у каждого будет свое. Одна и та же ситуация будет вызывать разные мысли, а соответственно разные эмоции у людей. Будут по-разному. У одного вызовет агрессию, во второго вызовет в обиду, третий будет нейтрален, у четвертого вызовет радость. То есть, а это и есть такие моменты, то, что говорят, всем хороший не будешь. То есть, вот смысл этой поговорки. И когда ты начинаешь понимать смысл этой поговорки, поговорка создана, люди из опыта ее сделали, а именно из-за у каждого свой способ мышления, то есть свои убеждения, и вот из-за них у человека будет разная реакция на одну и ту же ситуацию. А поэтому здесь и есть такой момент, всем хороший не будешь. Даже мы проверяли на своем канале, когда тогда, нам и сейчас тяжковато финансовой стороны, конечно, ничего не изменилось с тех времен, но когда мы закрыли программу по выходу и писала одна девушка, либо женщина, такая ярая, я понял ее ошибку в мышлении. Вы это прошли, вы должны нам помогать бесплатно. Так вот, это ее ошибка в мышлении. Дело в том, что никто никому ничего не должен. Вот это всем людям нужно понять. Ни вы ничего не должны, ни вам никто ничего не должен. А нам нужно жить именно как говорят, по совести, по пониманию. А чтобы понимать, нужно ставить себя на место человека и смотреть его глазами, то есть его ситуацией. Почему тогда вы будете понимать, почему так. Но к этому тоже нужно прийти. Чтобы не обижаться на человека, нужно поставить себя на его место и посмотреть, почему так происходит. Потому что ситуации разные, и каждый поступает именно со своего положения, понимаете? Со своего именно положения, оно разное, там финансовое, там по здоровью положение, то есть именно человек поступает с той ситуацией, с которой он находится. Мы делали это бесплатно, мы делали полгода.
полгода нас забанил YouTube. То есть нас заблокировал YouTube. И нам снова, мы за полгода потратили денежные средства, расходовали. И нам снова пришлось вставать. Мы снова начали делать заново. Снова дальше влаживали свои средства. Мы обращались к вам, но никто не слышит. До сих пор никто не слышит. Если раньше было 0,5%, сейчас вообще никто не слышит. Вот. Вот такие позиции. Да, я скажу людям. Да ладно, я уже... Смотрите, в чате закреплена ссылка. Кто хочет срочный ответ на вопрос получить, заходите в ссылочку, нажимаете на ссылочку, пишите свой вопросик там, и вне очереди вам дает Александр ответ на ваш вопрос. То есть раскладывает вашу тему полностью. Идем дальше. Так, идем дальше. А так в очереди будете ждать. Кардионевроз не дает покоя. Любое движение повышает пульс, тяжесть в области солнечного сплетения после экстрасистоли бывает плохо. Тяжесть в животе, в груди, головокружение, дискомфорт в груди. Алексей, Дружинин Алексей, заходите в... Слава, как это называется? Плейлист? Где программа? В плейлисте? Программа. Да, программа. Заходите в плейлист программа. Там я рассказываю, что на что, как я делал и что происходит как бы в этот момент там в теле, что там происходит. И я передаю, рассказываю, что я делал в эти моменты, когда у меня были яркие проявления кардионевроза. И у меня возникал реально сильный страх. У меня сразу эта мысль, она была мгновенная, и у тебя сразу меня сжимало, потом простреливало, как будто тебе штырь вот всаживают в плечо, загрудинная боль. Но это я снова пересказываю то, что уже раз 10, наверное, рассказывал, поэтому заходите в плейлист и смотрите там программа, свою ситуацию, ищите то, что происходит у вас в программе, и смотрите, что делать. Начала смотреть вас, было все в один с вами, когда я подписал больше человек, пересмотрела все по несколько раз, откатов нет пока. Так, приветствую, самостоятельная психология. Добрый день, сам болею неврозом и не знаю, что делать. Пришлось на антидепрессанты садиться. Сейчас лезть не могу, сразу побочки, как быть. Побочки, как быть. Смотрите, вот на антидепрессантах, там, понимаете, все списывают на побочки, там будут как побочки, точно так и ухудшение состояния. То есть кардионевроз, то есть вообще вот тревожно-депрессивное расстройство, оно не стоит на месте, оно все время прогрессирует, вот в чем дело. Потому что симптомы, они появляются новые чудеса, там дереализация включается, то есть ее не было у человека, она появилась, либо там какое-то проявление другое появилось, какая-то другая боль и так далее. И люди все начинают приписывать к побочкам антидепрессантов. Это побочки, это побочки. Но я думаю, что это не только побочки, это просто дальше развивается невроз, понимаете? Дальше развивается вот это расстройство, и оно работает как снежный ком. Там к одному подключается другое, они уже в совокупе работают, потом третье, четвертое, и там целая потом группа с тобой танцует. Одно, второе, третье, четвертое, пятое. Но это вот я подробно рассказываю там на пружине, то есть спускайтесь, заходите туда, там много информации. Там, ну, будете смотреть. Смотрите, что делать, пришлось на антидепрессанты, сейчас слезть не могу, сразу побочки, как быть. Слезть не можете, потому что у вас, скорее всего, будет страх убрать антидепрессанты. Почему? Потому что человек на них ощущает облегчение, и ты боишься возвращения того состояния, которое у тебя было. А значит что? А значит, чем ближе время сходить с антидепрессантов, тем больше начинает и чаще у тебя начинает посещать мысль, воспоминание того, что с тобой было. И у тебя охватывает страх. Понимаете, как оно работает?
но вы не сойдете с антидепрессантов, кто-то из вас, потому что у вас эти идут воспоминания, кто-то сойдет, но потом вернется. Пока вы не отработаете это все через КПТ, пока вы не сформируете в себе уверенность, что вы справитесь без всяких таблеточек, пилюль и транквилизаторов, этих капсул, пока вы не сформируете в себе веру, у вас будет страх перед тем, что оно все вернется, то есть перестать пить антидепрессанты. Поэтому это работа системная. Это системно, это нельзя сказать, вот делается так и все. Это очень кропотливая, долгая, системная работа. Вот я вам объясняю, как освободиться от антидепрессантов и разного рода там транквилизаторов там и так далее. Это постепенно нужно тренировать свой мозг, учиться управлять эмоциями, мыслями, схемы свои менять. Там много чего. Это постепенный путь. Постепенный путь, он нелегкий, но этот путь приведет к тому, что вы больше туда никогда не попадете. Никогда. В отличие от таблеток. Вот я вам выдал ваш страх. Это будет у многих этот страх. Это перестать пить антидепрессанты, потому что идет воспоминание, что с тобой было, и тебе страшно возвращение того состояния. Оно и не дает человеку сойти вот с таблеток. И люди пьют всю жизнь. Не зная этого, многие врачи, многие специалисты говорят, и вы, я думаю, будете встречаться с такими, что когда вы задаете вопрос, а сколько мне пить, будут говорить, что вам придется пить всю жизнь. Вы будете сталкиваться с такими специалистами. Но я вас уверяю, от этого можно избавиться раз и навсегда. То есть я это сделал. И я не один это сделал. У меня есть также знакомая девушка, женщина, которую я знаю, знакомые тоже мужчины, ребята, которые это сделали именно там через КПТ. И с них никто назад в эту историю нехорошую не вкрутился и не вкручивается. Именно КПТ дает решение этой задачи раз и навсегда. Но нужен очень хороший специалист. Я еще вам повторюсь. Очень хороший специалист, потому что специалистов много, только толковых мало, понимаете? Только действительно хороших специалистов очень мало. А что ты показывал, кардионевроз? Я на это отвечал. Пониже дальше. Так, смотреть вас. Еще ниже. Привет. Димат. Добрый день, сам болею неврозом. Кто? Димат. Так я вот на этот вопрос отвечал. Димату, да. Я снимал. Сначала, когда накатывала, всем начинала названивать, жаловаться. Потом поняла, что всем пофиги, начала пересматривать видео, нашла любимое хобби и говорила именно так, как вы говорите. Вот человек вышел по роликам знаешь за сколько? За год, по-моему. Вот как начала смотреть вас. Ирина все время к нам заходит. За год. Вот она говорит, Ирина говорит, я была 6-м подписчиком. 6-м. Вот, Ирина, вам повезло, что вы быстро нашли. Еще я вам скажу такую вещь. В жизни случайностей не бывает. Вселенная всегда даст некую опору, некую помощь. У меня было, что все, я отчаивался вообще, все вот. Я много их прошел, врачей разного уровня, разного направления, мануальники там, и в церкви ездил, и к бабкам, и психиатру, там, и психологам, и у меня уже стали руки опускаться. Но вселенная дала, вот попал на девушку, именно по КПТ тоже психолог, очень грамотная, и вот она меня спасла, она вытянула меня с этого ада, помогла мне выйти с этого ада. Поэтому случайностей не бывает.
Ну я ж Вот, иду ну, по очереди, да. Так, пить. Так, Маргоша от тревожности сама не могу справиться. Начала пить тералид. От тревожности сама не могу справиться. Маргоша, дело в том, что с тревожностью не нужно бороться. Вот в чем дело. Тревожность нужно принимать. Дай ей быть. Давать ей быть. А вы пытаетесь бороться. Вы там, наверное, избегаете, либо там боретесь с этой тревожностью. Ей нужно дать быть. Да, это очень тяжело, очень тяжело. Еще, смотрите, препараты можно применять вот эти противотревожки именно ситуативно. Ситуативно. То есть уже когда тебе сильно тяжело, там, например, чтобы поспать немного, чтобы организм отдохнул, то есть на ночь выпиваешь. Но не использовать их как охранительное действие. То есть вас начинает накрывать, и вы начинаете глотать препарат, чтобы снять эту тревожность. Вот это ошибка. Не использовать как охранительное действие. Если будете использовать как охранительное действие, вы будете в замкнутом кругу. Есть такая книжка «Не кормите обезьяну». Это называется замкнутый круг тревожности. Поэтому не делайте эту ошибку, ибо будете вот так бегать всю свою жизнь от этой тревоги, спасаться от нее. Так, все с панической атаки. Не поняла сначала, что со мной произошло, потом пульс снова повысился и снова паническая атака. Через год почти успокоилась из-за сердца, но теперь мысли, что умру. Очень страшно, очень страшно. Мысли, что умру. Чтобы Виктория нам с этими мыслями сделать. А еще у меня такой вопрос. Они у вас регулярно мысли или это чувство, вот страх такой? У меня был страх. Внутренний какой-то страх, я его не мог найти, но потом у меня ночью мой мозг провел через мой страх, оказался у меня страх смерти. Вот. Но это было некое чувство, это были не мысли. Что делать с мыслями? Один момент — это их оспаривать, что этого не произойдет. То есть приводить примеры, что этого не произойдет. Но там очень тяжело как бы переспорить самого себя, получается, переубедить самого себя. Самое страшное — это принять смерть как неизбежность, идти на принятие. Это самое страшное, но это самый короткий путь. Когда ты принимаешь то, что это неизбежно, тебя начинает отпускать. Виктория, смотрите, мы не умираем. Мы лишь покидаем свое тело. Человек состоит из двух сущностей. Это телесность наша, то есть это тело, то, что мы можем пощупать, потрогать, и энергетика, энергия, то, что называют душой. Душа человека никогда не умирает. При смерти именно телесной переселиться в другое тело, в такое, которое они захотят переселиться. Вот. Поэтому вам нужно вот идти этими двумя попробовать путями. Это оспаривать, что этого не произойдет, и одновременно осознавать, что как бы, что будет, то и будет. Все равно мы все когда-то умрем. Вот у меня как-то с двух позиций это получалось, вот идти оспаривать, я здоровый, сильный, и второе, как бы, на принятие того, что это неизбежно. Неизбежно. Еще попробуйте, смотрите, есть такие казаки на Украине и в России. Это был южный форпост
при России, то есть казаки это такой как бы древний спецназ. Древний спецназ, и они охраняли южные границы России. Они участвовали часто в боевых действиях. То есть вот с турками, там, Османская империя, вот это, они уходили в походы и часто участвовали в сражениях. Когда они возвращались с этих сражений, то тех казаков, которые психологически, то есть что такое война, это сильный стресс, у которых давала сбой психика, то есть вот этот страх смерти. Они видели эту смерть, они застрессовывались и все, страх смерти у них укреплялся в мозгу. Чтобы освободиться от страха смерти, их ложили в гроб, то есть дом из 6 досок, и закапывали в землю там на определенное время, ну скажем там минут на 30, там может какую-то вставляли палочку, чтобы он дышал там. Что происходило? Человека погружали в ситуацию, как будто он уже умер. То есть для мозга, у меня есть ролик, как пройти страх смерти, короткий ролик, я уже давно его снимал, он есть в моей видеотеке по выходу с этого состояния. И что происходит? Когда мы погружаемся в свой страх, только мы в страх погружаемся, вот их погружали как бы в реальность, то есть их брали и опускали в реальность. Но сейчас, изучая, как устроен мозг, мы эту ситуацию начинаем наблюдать со стороны, то есть на расстоянии. То есть вообразите то, чего вы боитесь, что оно уже произошло. Все, вас уже нету. Каким способом? Вот я рассказываю. У меня есть ролик, где я рассказываю, когда я видел себя во второй комнате, я понимал, что я лежу вот в этом, как Сектор Газа поет, дом из 6 досок, вот что я там лежу. Я лица не вижу подробно, я просто вижу, что стоит моя семья вокруг вот этого, как обычно у нас хранили раньше. Вот. И я наблюдаю как бы с другой комнаты. Я погружаюсь в эту визуализацию, я себя воображаю, я создаю эту картину, и я такой наблюдатель, наблюдаю со стороны. Наблюдаю за этим со стороны. Я сделал погружение, конечно, у вас сразу начнет биться сердце, то есть страх, он начинает усиливать, что пошел неадреналин, пошла возрастать тревожность, страх, у вас начинает биться сердце, у вас раскручивается тревога, но мы выдерживаем ситуацию, мы ее смотрим, потом вот этот страх, он начнет опускаться. То есть он дойдет до пика, может поддержать какое-то время вот это напряжение, сердцебиение, это тревога, потом она пойдет оседать, она пойдет падать. То есть это получается, мы прошли ситуацию, мозг ее воспринял, вот эту визуализацию, как момент уже свершившийся. Все, мы умерли, все, нас нету. Все, чик-чирик. А если нас нету, то и нечего бояться. Все, если ситуация произошла, то и бояться больше нечего. Понимаете? И я уже настолько шел, вот я уже как бульдозер, понимаете, я настолько устал от этого состояния, я делал проходы за проходами. Я уже потом валил, меня уже было не остановить. И я делаю это погружение за день 3 раза. Я погружаюсь раз, выдерживаю, мой страх оседает на 30%. Я анализирую, смотрю мой уровень страха, он где-то просел на 30%. Я делаю второе погружение, где-то через час, через час-полтора, снова туда погружаюсь. Он еще падает на 30%, то есть уже на 60 упал, там, условно, процентов. И потом я уже 3-м разом я убрал полностью страх. 3-м погружением у меня страх ушел вообще. Это я сделал за день. Еще можете применить такую практику. Представьте, что вы уже на облаках сидите, то есть вы уже ангел. Ваша душа уже с вас вышла. Вы сидите, смотрите на землю.
как бы свысока, с облаков, смотрите на землю и видите вот эту процедуру как бы ваших вот этих бум-бум-бум-бум, то, что называют похоронами. Вы как бы уже смотрите со стороны на себя. То есть ситуация уже произошла, вы уже ушли из тела ангелом, то есть вышли вот этим, что называют человеческий дух, энергия наша, Душа. и уже душа, и вы уже на облаках. То есть вот с этой позиции, что это уже свершилось. И вот таким способом можете так пробовать, можете так. Главное осознавать вашу цель. Осознавать то, чего мне нужно добиться. Вам нужно пройти этот страх, принять его. Как бы пройти, чтобы мозг эту ситуацию уже принял как произошедшую. Все. То, чего мы боимся, оно происходит, оно уже все произошло, и мы тогда этого не боимся. Оно уже сбылось, как бы. И тогда страх уходит. Вот Так. написала в самом низу Виктория. Это что ты Виктория отвечала? Подожди. Вот она дальше написала. Да. У меня вот, знаете, как происходит? Какая-то мысль происходит, что нехватка воздуха или к сердцу прислушиваюсь. Где-то колет, например, и страх сразу, что вот-вот-вот умру. Видите, Виктория, почему нужно с человеком общаться, потому что как бы вот в частном именно тет-на-тет, потому что человек, когда рассказывает, он зачастую не придает значения таким вещам, его мозг, он не принимает их как важные. А в психологии, наоборот, вот эти моменты не важные. И когда ты с человеком общаешься вживую, как бы, то ты видишь его вот эти моменты, его ошибки, а он сам этого не видит. И поэтому, когда он пишет только то, что для него важно. Понимаете, вот как оно происходит. То вот умру. Давайте, смотрите, давайте с вами мысль приходит. Во-первых, видите, вы уже замечаете, что это приходит мысль, что сейчас умру, потому что вот идет реакция, потом идет сразу мысль, а мысль вызывает что? Дальше действует на эмоции, понимаете? То есть вот как у меня было, раз, вот первое проявление в груди пошло, вот при кардионеврозе грудной жабы, тут же у меня мысль, тут же страх, эмоция пошла. А страх все работает по физиологии, и у меня сильнее, очень ярко сжималась эта грудь. Поэтому нужно рвать эту цепочку, нужно работать вот с этой мыслью, когда она возникает, отделяться от этой мысли как бы, оспаривать ее. Либо есть такой момент, в этот момент начинать сразу смеяться. Вот у вас, смотрите, вот только проявилось у вас вот испуг сразу же, и ты начинаешь хохотать. Только хохотать нужно научиться осознанно, специально это делать. А чтобы научиться специально это делать, нужно тренировать хохот. Вот такой хохот, который я показывал на предыдущем эфире, где я за 3 секунды у меня слезы потекли. То есть, либо через хохот, либо через оспаривание этой мысли, через отделение от нее, ты рвешь эту цепочку, и цепочка не идет до конца. Вы поняли, как работать? Нужно рвать вот эту цепочку, где я раньше объяснял, вот этот заякоренность, ситуация, мысль, эмоция, отражение, там, избегание, то есть отражение в теле, там дальше поведенческое избегание и снова мысль. Вот нужно работать, рвать цепочку именно в мысли, либо в мысли, либо работать с эмоцией. Страх, ты сразу смех, и ты тоже прерываешь эту цепочку, не даешь ей дальше раскручиваться. Вот этими 2 способами можете идти. И важное, запоминайте эти симптомы. Они
будут повторяться, только они будут меняться. То один, то второй, то третий, но все равно потом они будут повторяться. Они снова и снова будут повторяться. Они будут меняться, но они все будут повторяться. И когда ты осознаешь, что с тобой происходит, и ты никак, вот ты не умираешь, ничего с тобой не происходит, то вот это, а как один из моментов, осознание этого тоже убирает страх, что с тобой ничего не будет. Оно 1000 раз повторяется, но ничего с тобой не происходит. Еще такое, не реагировать, учиться не реагировать, но это очень тяжело. Это очень тяжело, особенно на начальных этапах. Потому что оно все так ярко работает, что тебе не реагировать просто это тяжело. Поэтому вот посмотрите мой рассказ про кардионевроз, как я работал. И примерно вот так работаете, вот с этим задыханием и так далее. И они потом, когда уже у меня начали терять яркость, вот эти симптомы начали терять яркость, то я их уже просто потом не реагировал. Вот просто там раз оно чего-то пытается спазмировать, и я это не реагирую. Понимаете? Ты просто дальше своим делом занимаешься. Вот. Но еще вот это залипалово тоже, будет постоянная фиксация на этом. Вот это тоже такой момент, постоянно стягивания мозгом тебя на эти, вот, на эти проявления. Он постоянно, если вы это видите как контроль, вот если это работает у вас как сканер, вот вы все время сканируете себя, вот мозг, он все время сканирует проявление, вот он, вот ты все время думаешь как бы про это, то тогда злитесь и на него ругаетесь. Говорится, хватит, мне не надо этот контроль, он мне не полезен, он мне не надо, и отвлекайтесь. Снова видите, что попадаете в контроль такой, как бы сканер, если у вас это будет происходить, снова на этот мозг злитесь. Если реагируете и боитесь симптомов, то работаете так, как я вот изначально вам рассказал. Скажи про подписку, а то опять 25 держит. Да, и... не забывайте, ребята, подписываться. Если кто-то первый раз зашли на канал, да, подписывайтесь, потому что не пускает больше человек 20. Да, вы выйдете из эфира и потеряете канал. Вот, не забывайте, да, ставить лайки, писать комментарии и не забывайте про финансовую поддержку нашего канала. Работаем для людей, работаем для вас. Вот. Как панику выключить. Так, очень страшно. Сколько вам понадобилось, чтобы выйти из этого состояния? Вот, мне, чтобы выйти с этого состояния, понадобился год. Но у каждого это будет частное. Это зависит от разных факторов. Это зависит от разных факторов. Поэтому не примеряйте чужую рубашку на себя. У каждого это будет свое время. Да, у меня где-то за 3 месяца я прошел это с тобой, с помощью тебя, даже меньше. Закрыли канал, написала вам на WhatsApp, и вы мне ответили. Все, я вас, Ирина, вспомнил. Да, вы первые были, вы на первом канале первый раз, когда мы запустили, были подписаны, потом нас заблокировали, и вы по WhatsApp нашли. Да, все, я вас вспомнил. Вы по WhatsApp нас нашли и спросили, создали ли мы новый канал. Запустили ли мы новый канал, и дайте ссылку на него подписаться. Все, я вас вспомнил. Как будешь в панику человек пишет. Сейчас идем. От страха очень трясет, не могу успокоиться никак. Паника внутри, страх гонит, не могу медленно ходить, не могу расслабиться. Ноги как у робота. Лера, смотрите. Вот в этой трясучке не нужно ничего делать. Не пытайтесь расслабиться, не пытайтесь там чего-то с этим бороться. Вот просто ей отдайтесь, как есть, так есть. Убирайте страх, с вами ничего не будет. Я уже где-то рассказывал, меня колотило по 40, по часу может, и днем, и ночью. Вот оно тебя начинает вот колотить, тебя всего трясет. И я сколько не пробовал взять под контроль эту тревогу, это невозможно. Это идет произвольно. И чем вы больше пытаетесь бороться, вы больше как бы
сами себя выматываете, напрягаете. Ничего не получится, не нужно с ней бороться. Вот как я где-то говорил, как в той поговорке: раздевайся, я твоя, все, отдайтесь этой тревоге. Вот ничего не делайте, вот как есть, так есть, там, присядьте, пускай вас колотит вот сколько угодно. Просто перетерпите ее, терпите, терпите, терпите. Обязательно сработает вегетатика и обязательно тревога пойдет на спад. Это неизбежно. Просто временной промежуток он разный, вот этой трясучки, но обратный эффект он неизбежен. Мы так устроены. Так устроен человек, так устроена его нервная система. Будет пик, вас потрясет, 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 потом в конце концов оно отпустит. Поэтому не пытайтесь этому сопротивляться. Не пытайтесь. Во-первых, это бесполезно и это не нужно делать. Чем больше вы пытаетесь сопротивляться, тем больше вы выматываетесь. Она говорит, это невозможно. Что невозможно? Это невозможно, ну вот невозможно успокоиться. Ну, Лера, это... Лера, дело в том, что Да, колотит, то, что вы успокоиться. пытаетесь успокоиться, вам же нужно успокоиться, а вы не можете успокоиться. Вот в чем фишка. Человек в этом расстройстве, он находится в должествовании. Это самая распространенная языковая ловушка. От должествования все идет и дальше. Я должна успокоиться. И вы пытаетесь успокоиться, а успокоиться не можете. От этого у вас еще больше трясти начинает, от того, что вы не можете успокоиться. Вам не нужно пытаться успокоиться. Вам нужно просто принять вот эту трясучку, как она есть, отдаться ей. Когда вы не будете пытаться успокоиться и сопротивляться этой трясучке, тогда она вас отпустит. Вот в чем тут ловушка, понимаете? Это попытка сопротивляться, бороться с этой тревогой. Ее нужно принять. Вот говоришь себе, как классно, как хорошо, вот тебя трясет, на самом деле это нехорошо, вот этот колотун, болевые ощущения, там оно все вперемешку, но ты себе говоришь, как классно, как хорошо. Меня трясет, меня колбасит. И ты вот, я сидел, в зале садился, телевизор стоял фоново, и я вот так, ты телевизор не смотришь, он просто стоит. Там идет чего-то, но ты этого не видишь, потому что ты на себя сфокусирован, и тебя вот просто колотит, тебя трясет. Вот тебя всего молотит, вот, как я говорю, как паралитика. Тебя трясет, и ты с этим ничего, ты не можешь ничего управлять этим. Ты ей не можешь управлять вот этим колотуном. И эти колотуны нужно принимать раз за разом. И постепенно, когда вас отколотит, вы запомнили, что с вами ничего не произошло. Потом в следующий раз вас снова отколотит. Точно так вас колотить будет и ночью. Вас будут вырывать со сна. Тревога, то есть пик, раз, пошел тревоги, всплеск. Вас будут выбрасывать со сна, вы на страхе, у вас вот эта трясучка, вы на страхе. Что я начинал делать? Я начинал носиться и пытаться отвлечься от этого, бегать по квартире. Потом уже, я когда понял, что это избегание, уже когда КПТ занимался, меня вырывало, я выходил в зал со спальни, садился на диван и якобы смотрел в окно и ждал, когда меня перетрясет. Я вот просто меня колотило, я сидел и ждал, пока меня перетрясет. Вот когда меня перетрясало, отпускало, все, я запоминал, что со мной ничего не случилось страшного. И все, и шел, и пробовал снова через свои упражнения засыпать. Ну, ложиться спать и засыпать. И вот так постепенно, проходя эти колотуны, они постепенно уже вот такого всплеска сильного не будут иметь. Они потом уже из этих трясучек, они перейдут просто в тревожность. Такой момент будет тревога от тревоги, то есть будет тревога на определенном уровне, и она не будет двигаться ни вверх, ни вниз. Она будет как бы постоянная, и она тебя выматывает, и ты ее боишься, этой тревожности. Вот именно такой момент попадания тревоги от тревоги. А вот это я рассказываю, вот это
панические атаки, потом вот этот колотун. Вот в панических атаках и колотуне этом нужно просто выдерживать. Не избегать. Вот это главная ошибка людей, что люди избегают. Нужно принять это. Самое страшное принять эту паническую атаку первый раз. Дать ей дойти до конца. Это самое страшное, потому что тебе кажется, что ты умрешь. Вот это самое страшное. Но как только ты первую паническую атаку проходишь, все, ты получаешь первый опыт, что с тобой ничего не случилось. А что такое запрос на участие в вашем прямом эфире? Посмотреть, да? Давай посмотрим. Да. Посмотреть. Хочешь поговорить с тобой? Поговорить. Хочешь остановиться в этом прямом эфире? Да. Выйти в прямой эфир. Давай, выходи. Поговорить. Алексей, это Леха, наверное. Посмотри, что там. Иди-ка ты посмотри, может, я что-то не то делал. Вот тут участник хочет выйти. Походу, мой человек, которого уводил в моем городе с тревожного состояния, я вчера с ним встречался, как бы разговаривал, чтобы мы пригласить его на какой-то эфир, чтобы вот мы с ним в диалоге, он рассказывал, что с ним происходило, с ним там тоже было, черти знает что. Но он уже не хочет, видишь. Давно это вышло? Я не знаю, я только заметила. Ну, видишь, он да, возможно, я не обратил внимания. Все, я понял. Смотрите, ссылочка у нас в чате, вверху закреплена ссылочка, заходите по ссылочке. В ссылочке заходите на Donations, пишите свой вопрос, на этот вопрос вам отвечают вне очереди. Будем. Так, все, тут уже вопросов заваливают. Вячеслав, из-за золофта может хреново быть. Золофта, Слава, знаешь, что такое препарат? Золофта, нет. Там вверху мы пропускали. Знаете, как происходит? Эта мысль приходит, что нехватка воздуха. Так и на это ответил, как панику вылечить. Панику нужно, смотрите, сильную, когда вас гонит, отключается мозг вообще, это называется паническая атака. Там нужно выдерживать. Но дальше нужно учиться останавливать вот это катастрофическое мышление. Нужно учиться его останавливать, потому что вот эти накрутки этого катастрофического мышления, они будут постоянно, вот эти быстрые такие, тебя закручивают, катастрофа и мозг, и все, и у тебя паника. Сейчас снова будет, там так работает быстро, вот у тебя раз рука занемела, и у тебя уже все, паника, у тебя катастрофа, страх, что у тебя инсульт, вот такая трактовка идет, там инсульт, инфаркт, вот такие катастрофическое, вот это называется катастрофическое мышление, оно постоянно, и вот оно как бы вводит в панику, страх нагоняет. Вот только что-то проявилось, и сразу мысль, фу, и все, у тебя страх, это значит, что усиливается тревога, все, тебя понесло. Андрей без персов. Не помогает ничего. Все пробовал. Андрей без персов. Значит, пробовали не все. Понимаете, Андрей? Вот то, что я еще говорю. Нужно понимать, что с вами происходит на данный момент. Какие мысли, какая ситуация, как и что. Чтобы рекомендовать, что сделать. А вот эта общая фраза. Как вылечить панику? Это очень растяжимо, понимаете? И нужно работать по ситуации, что у человека происходит на данный момент. Какие у него мысли, чего он пугается, что у него происходит. А это общая фраза, это общекартинная, понимаете? Как вылечить? У тебя есть программа по выходу с тревожно-депрессивного расстройства. Заходите в плейлист «Тревожно-депрессивное расстройство» и, пожалуйста, смотрите видео по своей теме. Да. Если где-то я что-то не понимаю, смотрите информацию в любом случае, смотрите ролики, там есть все ответы. Вы просто смотрите, вы можете не сформулировать как бы мне, что у вас происходит из-за вашего пока непонимания.
Но если вы будете смотреть ролики, то вы в той ситуации увидите себя, то, что у вас сейчас происходит, и вы поймете, что надо делать. Вот в чем дело, понимаете? В переписке тяжело понять человеку. Мне приходится догадывать, потому что люди на начальных этапах, они не могут сконструировать свой вопрос, они не понимают, и они не могут сформулировать. Они иногда вот спрашиваешь, а что у вас? Я не знаю, понимаете? Это уже потом с опытом вы начинаете подбирать такие слова, вы начинаете видеть в себе, что происходит, и вы уже можете сформулировать, у меня то и то и то. А поначалу человеку тяжело сформулировать, что у него происходит, он не может как бы подобрать слова, чтобы объяснить вот эту ситуацию. Так что, Лера, колотуны все выдерживаем. Тяжело, но только так это проходится. Через принятие мы получаем опыт. Мозг получает новый опыт. И когда вас отколотит когда вас, запоминайте, вот вас отпустило, и вы эту ситуацию фиксируете у себя в мозгу, что ничего страшного не случилось. И за счет этого постепенно эти колотуны, они уже не такие большие, то есть она уже не проходит, они потиху гаснут, потому что мозг уже не боится. Мы получили опыт, что ничего не произошло, и мы уже не боимся этого колотуна, но это постепенный процесс. Тебя снова поколотило, снова отпустило, ты снова все говоришь, ну что, и ничего страшного не произошло. И вот так постепенно эти колотуны, они уходят, они потом переходят в простую тревогу, как бы. Мешанный мутимый тревожно-депрессивный эпизод. Назначили зоолофт, эглонил и Антидепрессант. телерафижен. Сейчас 4 дня, как я их принимаю. Увеличились симптомы, и с этим больше тревога. Да, но многие говорят, что заход на антидепрессанты, а я вот не могу понять, почему не дали под прикрытием транквилизатора. Обычно, я просто не знаю, вот это зоолофт, это что? Антидепрессант. А эглонил? Не знаю, что, не знаю. Но в России по-разному называется. Да их сейчас очень Названия много. разные. Да. Вещество конкретно, какое действие. Тренолиджен, сейчас 4 дня, как я их принимаю, увеличились симптомы, и с этим больше тревоги. Виктория, дело в том, что их сейчас очень много, этих разновидностей антидепрессантов. Действующее вещество надо конкретно. Пригабалины. Транквилизанты, пригабалины. Действующее вещество. Пригабалин. Пригабалин это пригабалин. Вам, смотрите, нужны дискутипин, все что хочешь. седативные транквилизаторы, или чтобы снимали тревогу. Обычно антидепрессанты, да, чтобы успокаивали, снимали тревогу. Человек на антидепрессанты заходит под прикрытием транквилизаторов, чтобы гасить тревогу, понимаете? А некоторые вот такие специалисты, они выписывают антидепрессант, а транквилизаторы не выписывают, понимаете? А у человека, если страх перед препаратами, то ты выпиваешь, а тебя еще больше начинает крутить, тебя еще больше начинает гнать. И много людей у меня такое, ой, все, Слава, повалили, пипец. Я уже не знаю, оно погнало, люди пишут, я уже... Ну, пишите только в платный чат. Закреплено в чате, закреплена ссылочка объясню дальше. на платные вопросы. Кому дальше. срочно, Смотрите, через нее ответим. Сейчас вернусь обратно. Виктория, у вас, скорее всего, будет страх перед препаратами. Если это так, напишите, пожалуйста. Нет, трилоджен это для сна, для прикрытия, как мне сказали. Виктория Пиманова ответила. Но поймите, сон это сон, а день. А вот транки, ты их пьешь в течение дня. Утром, в обед и на ночь. То есть ты пьешь целый день. А вам, получается, дали как снотворное, вот с этой позиции. Но на день вам прикрытие не дали, я так понимаю.
Потому что вы написали тревога. Если транки пьешь, они купируют тревогу, ее не будет. То, что я сказывал, и выпьешь, это никакой тревоги. Ты балзот такой. Ну, сейчас Ты плаваешь. есть разная дозировка у лирики. Ну я пил самую маленькую. Неизвестно, может тебе давали какую-то высокую. Это серьезный препарат, но я пил самую маленькую. Ты же говорил, 2 таблетки давали тебе. Одну мне давали в день, но 3 раза в день. Ну ты 0, еще с чем-то. 0. С антидепрессантами. Ну вот поэтому тебя, видно, и водило. Они друг на друга действовали, усилили эффект. Подожди, вот они не усиливали. Мне, я когда приехал на прием, мне прямо там дали выпить, я ж не пил антидепрессанты никакие, а мне дали эту капсулу, я при них выпиваю. А еще, может, самомнение было, самознание такое, У меня ничего, у меня просто было тревога, там ничего не страх. У тебя просто тревога. Тебя повело от этого. Возможно, тоже такое может быть. Но от нее не качает, как бы, если самый маленький, там не ведет, нет помутнения в рассудках. Так дело в том, смотри, дело в том, что человек, когда их пьет, получается к ним толерантность, привычка. Мозг их обходит, и тогда и что? Все. И вот тогда, наверное, ты выпил, и тебе нормально, как бы не качает. А когда первый раз, понимаешь, ну, в такой момент мы же люди разные, каждому по-своему да, будет кто-то работать. Может, не я вот, да, я свою вот рассказываю, как у меня было. Я вот, реально бутылку водки засадил. Вот. Все, и ты вот такой, все, меня начало водить. Я выходил как пьяный, вот ты идешь, вот как будто вот за перила, знаешь, ты не с первого раза попадаешь, как бы вот пытаешься. Возможно. И потом дома точно так было. Поэтому я про то, что как транквилизаторы, когда их дают... У нас вот... Вячеслав какой-то тоже пьет, станет лучше, советы раздает, смотрю. Ну пусть подсказывает. Смотрите, Виктория, смотрите. Не слушайте всех, Виктория, слушайте советы возможно, вам не дали, вот нету у вас прикрытия, понимаете? Если бы было прикрытие, оно бы тревогу снимало, и вас бы она не нарастала. Поэтому там нужно уже именно обратитесь к психотерапевту, который вас ведет именно по препаратам. Это уже туда. Понимаете? Выпишут на 2 недели, отправят людей, как хотят. Да, обычно как вот они методом тыка выписали одни антидепрессанты, и все, идите пейте. А человеку ничего не объяснил, человек пошел, он пьет, а если у человека страх перед препаратами, то я помню, мне когда выписали, был такой куцепин, хотя это серьезная штука, я его выпиваю, куцепин. А у меня в мозгу еще сильнее тревога, у меня мозг аж разносит, его так вот, его как бы распирает, и кажется, у тебя он сейчас вот лопнет, вся эта голова разлетится на кусочки. То есть я выпил препарат серьезный, который меня должен был седировать, а у меня наоборот еще больше тревога, понимаете? И я тогда подумал, насколько сильный мозг, что не берет такой серьезный препарат, как куцепин. Такая маленькая розовенькая таблеточка. И потом мне, когда мой специалист сказал, девушка, вы когда выпиваете, говорите себе, что это классно и хорошо, это нормально. И когда я стал себе, вот, я его пил 2 раза, куцепин, тоже точно как и лирику, где-то 2-3 раза вот в этих моментах. Когда я попробовал так сделать через какое-то время, там, 2-й раз и стал себе так говорить, я заметил, что мой мозг не начал больше вот это идти распирать, тревожность не включалась, когда я с ним разговаривал и объяснял, что этот препарат это классно и хорошо. Ну, там же мне и пришла идея, если со мной, я думал, что у меня будет вот инсульт, там все мне будет с головой, там что-то произойдет, но когда мой специалист мне объяснил, что это тревожный мозг и с вами ничего не случится, и меня как-то осенила идея, зачем мне тогда этот куцепин пить. Просто я понял, что мне надо выдерживать вот этот тревожный мозг и учиться объяснять мозгу ситуацию, чтобы он меньше начинал тревожиться, понимаете? Вот. А один из моментов человек будет попадать, это именно страх перед препаратами.
будет две вещи. Выкидывает с эфира. Одни люди будут бояться отказаться от препаратов, другая часть людей будет бояться пить препараты. И если у тебя страх перед препаратами, и ты выпиваешь препарат, то у тебя повышается тревога, соответственно. Потому что в твоем мозгу, что таблетки это опасно, препараты это опасно. Поэтому усиливается тревога и усиливается, может вот этот тревожный мозг, усиливается болевые ощущения, идут такое напряжение, вот оно начинает распирать. Вот это именно происходит от неправильного убеждения. Страх человека перед препаратами. Так, а сколько мы уже сидим? Нормально, час 30. Вот, смотри, время у нас. Так, не забывайте подписываться, не забывайте ставить эти лайки, чтобы больше Вот YouTube время, час открывал. 34. Да. Потиху заканчивать. Ну, люди Совсем не пишут, отвечают. всем не отвечают, но если Не успеем. кто хочет, чтобы вам быстрее ответили, еще раз говорю, заходите сверху чатика, заходите вверху чата, заходите, там есть ссылочка на Donation. Посиди, поговори. Нажимаете на ссылочку, пишите туда свой вопрос, если вы хотите срочный ответ, чтобы вам полностью рассказали, объяснили все. Вписываете его и отправляете. Александр вам будет отвечать вне очереди, то есть не идя по списку сверху вниз, то есть будет отвечать на эти вопросы срочно, так как эти вопросы через донаты. То есть там 350 рублей стоит написать вопрос, вот, на который вам дадут четкий насколько в моем понимании ответ. Так, ответ. А где мы остановились? Вот, а также даст какие-то, может... Ну все, ответ нам. Да, ну ответы, Серторалин. Так, советы. Может, расскажет, где находится видео. Вот, Слава, из-за золота может кривоновато быть. Это серотонин изолофт. Может быть все что угодно. Как правило, когда пьешь, как говорят, состояние как бы ухудшается, а потом приходит в норму. Я еще вам раз объясняю. Все препараты это очень уж хитрый предмет. Как он будет действовать на человеке, это одному Богу известно, одной вселенной. Потому что действует так, на второе действует так. Но рекомендуется сколько-то пить там 2 недели, кто говорит месяц это заход на эти препараты. Это только заход, поэтому там может ухудшаться состояние. Вот, а уже потом якобы становится все, они имеют момент накопительную такую форму, то есть они накапливаются, потом начинают работать. Поэтому изначально, да, могут ухудшения быть вот такие моменты. Колотун. Лера, если тяжело стоять, по возможности, если есть, где-то присядьте, либо прислонитесь к стене какой-нибудь там, ну, какому-нибудь, если по возможности есть такая возможность. Если тяжело стоять, да. Совершенно верно. Напряжение на ногах при тревоге и волнении. Как брать напряжение в ногах? Я научился скидывать напряжение, расслаблять ноги и расслаблять все тело. У меня есть упражнения с ногами и старая бабка менять походку. Вот практикуйте эти 2 упражнения, и я вам рассказываю, как это делать поэтапно. Запоминать состояние расслабленное.
То есть учиться как бы сбрасывать это напряжение. Но к этому нужно прийти. Смотрите ролик, там 2 ролика упражнений на расслабление. На расслабление. Короткие ролики будут в нашей библиотеке, в этой плейлисте. Программа по выходу из тревожно-депрессивного расстройства. Программа по выходу. Там 61 видео в программе по вот выходу. пишут эглонил. Это нейролептик. Интересно, почему он у вас тогда не седирует? Есть такой момент еще, в зависимости от понимаете? Может, дозировку маленькую. Дозировка маленькая. Производитель то те препараты, вот там, что пьет, что газету почитал, понимаете? У меня был такой момент, я как бы пил 2 препарата, поэтому здесь я думаю, еще будут зависеть от производителя, возможно от производителя этого препарата. Сертралин. Я сертралин пью. Сертралин, это Это залов. Сертралин. Вот сколько сейчас названий, я даже Они таких не просто знаю. меняют, Мне, понимаете, я не вникаю, я поверхностно... Действующее вещество надо. Да, я поверхностно знаю, как они действуют, но названия я не запоминаю, не изучаю там все препараты, потому что оно мне не нужно. Я уклон делаю на работу с мозгом, именно тренировки мозга, а не разборка по запчастям этих препаратов. Там, это костыли просто препараты. да, то есть то, что мы разберем их на запчасти, это нам ничего не даст, понимаете, вот этих препаратов. Анализатор. Видите, вы про препараты между собой даже больше знаете, чем я, потому что я их не пил, а вы, видно, там их поперепивали разных этих препаратов, и поэтому я уже смотрю, что Саша сама, потом потом Андрей Бестро, вы уже между собой общаетесь, там, у кого какие препараты и как они работают, обсуждаете. Недельки будет плохо. Ну вот, да, как обычно, заход от 2 недель до месяца. Работать головой, а то понтов с этих антидепрессантов то не будет от слова совсем. Саша сама. Я сижу на заловце, первые 2 недели было еще хуже, зато потом стало легче, появилось настроение. Терпите, я на минимальной дозе сейчас чувствую себя намного лучше, нет сильных тревог. На фарму надолго. Просите минимальные дозы и пытайтесь самостоятельно научиться быть спокойнее. Тренировать мозг Саша рекомендует. Саша, вы если поясняете людям, понимаете, у каждого человека долго это свое понимание. Для кого-то месяц это долго, для кого-то год это долго, а для кого-то 5 лет это недолго, понимаете? Дело в том, что если годами пить препараты, особенно разного рода транквилизаторы, которые воздействуют на нашу нейросеть, то с возрастом мы можем приобрести вот это как-то... Опыт? Приобрести опыт с возрастом? Какой опыт, когда? Деменцию. Деменцию от препаратов. Но это нужно пить там препараты там 5 лет, 10 лет, то есть всю свою жизнь. Всю свою жизнь. Ну, не всю свою жизнь, а очень долгое время, и тогда у человека развивается слабоумие от этих препаратов, потому что по своему эффекту препараты не дают человеку мыслить то, что для развития мозга человеку нужно. Это мышление. Постоянно тренировать мозг, как бы обучать его обучаться. Потому что если наш мозг не обучается, мы, простым языком, то, что говорится, мы тупеем. То есть у человека развивается там склероз и так далее. А вот препараты, они выполняют эту функцию, они
не дают тебе способности думать. Они воздействуют на нейросети, мы не можем собраться, мы не можем думать. То есть, вот. Каждую неделю. Не бикара. Вот, адаптол это вообще, вот это вообще, Ирина, ни о чем. Адаптол для уже хорошо растревоженных людей, это типа вот валерьянки, что пьют там пустырники. То есть этот препарат, это легенький препарат, он безрецептный. У нас, по крайней мере, в Беларуси, это считается легкий препарат, тот же самый Сонакс, там типа снотворного, также еще афобазол. Это вообще такие вот безобидные препараты, а уже более серьезно это когда начинают вот заходить, как я, вот на транквилизаторы, вот эти лирика, там, ренейра, уже депригабалины, вот эти вещества. Вот это уже серьезные препараты. Там же, наверное, к этому роду какой-то стороной кутипин относится, вот эти. Нет, кутипин другой, пригабалин это одно, кутипин. Я это имею в вот виду с этой родни. Да. Это другое, но он с этой родни там что-то изменено, но кутипин, он тоже. больше на сон, наверное, пьют. Ко сну. Ну он там на 2 в 1 на тревогу снимает и на сон тянет. Китилепт или как? Китилепт. Ну, мой кутилеп, да. Они Но это разные. они в принципе одно семейство, просто способ воздействия там и то может быть, и Ну, 2 в пригабалин 1. больше такой снимает тревогу, и человек еще может двигаться днем, как бы. Многие... Но он тоже на сон тянет, эти Ну, тянет, а у некоторых, наоборот, появляется перевозбудимость. Вот видишь, оно... У кого-то на сон, а у кого-то перевозбуждение, и он, наоборот, оно у вас, как вдохновение получает, знаешь, то есть второе дыхание. Да. прет, то, что называют... Эмоциональный подрыв. Прет, да, Прет, эмоциональный такой подрыв. Там тоже, там это подобрать, вот если человек уже с депрессивной просадкой. Девушка вон пишет, мне прописали рекситин и феназепам, боюсь принимать их. Феназепам это вообще барбитураты такие, ну, успокоительные, довольно-таки сильные. И рекситин это тоже антидепрессант. Такого серотонинового захвата. У меня, кстати, вот рекситин что-то знакомый, мне на его тоже выписывали. Не, у меня, наверное, это нету. И вот она боится их принимать. Говорит, какие у вас были симптомы? Дело в том, что я их не пил. Симптомы от приема? От приема спросил. Симптомы от приема? Ну, не знаю. Я... Симптомы от приема были, или просто даже не начинали их пить, не бойтесь. Если прописали, ничего плохого нет. Феназепам, он успокаивает, снимет тревогу у вас. Феназепам точно снимет у вас тревогу. Так, что у меня, смотрю, что-то, покажи-ка, ноутбук работает, работает вроде. Так, мы уже сказали, что первой недели будет, так, ты стал помогать там, если что, отвечай, ты там больше эти препараты, я так их не пил, там особо я, вот то, что позапоминал, хотя там 6 штук мне было выписано. Я в чем дело, я не могу про них вот рассказать, то, что яркое запомнилось, а так они, ну, по мне там не работали, но я их там толком и не пил, кроме стимулатона. Ну, по стимулатону я сказал, я вот что пил, что не пил, я никаких там изменений, да ты тогда и не наблюдаешь, ты как-то не думаешь про это, про эти изменения, но неких там кардинальных изменений именно от стимулатона я не видел. Я их пил. Это вообще стимулатон самый слабенький. Это, наверное, да, самый слабенький антидепрессант. Это стимулатон. Это даже не больше успокаивающий такой стимулатон. Ну, он, наверное, типа адаптола, как вот это, только именно как фенибут, антидепрессант. Вот ну, фенибуты, да. Потом уже идет вот стимулатон, такие вот. Наверное, да. Это очень такие слабенькие препараты, которые... Ну вот мне первое, что выписывали, это вот именно стимулатон. Я помню, обратился на году на 3-м. Где-то вот в это время уже к психотерапевту, потому что оно это все меня уже выматывало, и вот мне выписали... А вот пробовала габапентин, это тот же самый пригабалин. Приняла одну на ночь, резко
Проснулась и было ощущение, что проваливаюсь в пол. Потом пошли картинки в глазах. Словила панику. Давление 200, скорую вызвали, больше не рискнула. Это пригабалин. Ну, габапентин. Нет, габапентин это не пригабалин, наоборот, это еще слабее. Но он более обезболивающего действия. Ну видишь, они у кого-то вот есть, я знаю, как они Он работают, больше вызывают галлюцинации. Да. Вот яркие картины, Он особенно больше ночью яркость. описывают. Вот габапентин, да, это не пригабалин, он наоборот. Габапентин, он чуть-чуть вот такого действия, проваливаются люди на сон, ну такой вот. А потом картинки я. И Вот вот мне был человек словил из-за этого панику. Да. Потому что страшно стало, думает, что Потому что плохо, это тревожный человек. непривычно с человеком произошло то, что с ним никогда не было. Да. И ты у тебя сразу Ночью, реакция, именно да, ночью. страх. Сразу страх. Можно тут телефон несите. Есть, есть. Идите берите. Люди спрашивают, зарядку кого. Иди занеси это. Девушка. Давайте девушка, дам вам. Вы не идите, в прямой эфир попадете. Сейчас я вам дам. Если хотите, можете идти. Вот. Давайте дам вам. Спасибо. А куда? Девушка, какая? Нет, мы пришли к вам. Смотрите. Не знаю. Ну, кто пойдет? В эфире. Так, не рекомендую подсаживаться на фарму. Так, на этот вопрос Блогеры, да? ответил. Ну, мы никак, а и есть. На всех по-разному. Я пробовала Настя, где вход у тебя? Адаптол. 3 месяца мне не помог. Где вход? Адаптол, Ирина, вот я отвечаю на ваш вопрос. Адаптол при уже тревожном состоянии, это, как есть поговорка, как слону дробина, понимаете? Я пробовал, он вообще не работает. Вот адаптол, там, афобазол, потом, каких, вот эти препараты, что-то второе наподобие афобазола, как бы, вот даже будете пить там травяные, там, даже травяные какие-то настойки, это все не будет работать. Оно все это не будет работать, это уже для нашего расстройства, это уже очень слабенькое. Там уже нужно переходить на более сильные препараты. Вот. На фарму ответили, что не подсаживаться, это если мы долго будем пить. На всех по-разному так. Я не специалист. Вот дело в том, Жора, что я не учился. Вот в том-то и дело. У меня спрашивают, а если у вас диплом? А я фильм смотрел. Интересный такой фильм. Я потом вам порекомендую его. Он документальный. Там люди входят в город, а у них спрашивают паспорт. Говорят, дайте свои паспорта. И вот один говорит, мне не нужен паспорт, потому что я знаю, кто я. Паспорт лишь человеку нужен для того, чтобы он ему напоминал про то, кто он. Понимаете? Вот такой интересный фильм. Залофт, полтаблетки, но я пью четвертинку и эглолин по одной капсуле утром и в обед. Но я пью меньше, чтобы сразу не было много побочных эффектов. Вот смотрите, что еще делает человек. Полтаблетки, пью четвертинку. Виктория, смотрите, какую еще ошибку делает человек. Если специалист вам прописывает дозу, там, таблетку, ну, например, условно, то нужно пить таблетку, а не начинать самому себе делать назначение, одну четвертинку там делить, одну там еще чего-то. Понимаете, там тоже есть расчет, например, там может на массу человека, не знаю, но они исходят из каких-то данных. И поэтому специалисты, они
именно назначают ту дозу, которая нужна. Но люди, они как бы не думают про это, и они начинают сами себе устанавливать некую дозу. Так вот, в том-то и дело, если вам назначили условно таблетку, а вы начинаете пить 1/4, то это работать не будет. Потому что расчет именно идет в данный момент с одной таблетки. Расчет эффективности, понимаете? Поэтому, если вам выписали вот так, как выписали, значит так и пейте. Не начинайте себе там придумывать, уменьшать там или еще чего-то, регулировать от себя. Пейте так, как рекомендовал вам врач. Прописали рексин, боюсь и принимать их. Так, все что-то все быстро побежало. После Так. ковида. Не рекомендую подсаживаться на фарму. Это ответили Виктория Пимовна, как работать с тревожным расстройством и головокружениями, шатаниями? Случилась паническая атака. На работе я испугалась и уехала домой, пока дома нахожусь. Подскажите, невролог сказал, что при ВСД можно сойти с ума, если не лечить. Вот, видишь, психолог сказал, можно сойти с ума. Все, напугал человека. Что это проблема с сосудами, и можно в дурку попасть со временем. Вот человек... Кстати, Ирина зовут, Ирина врач, зовут. Да, это Ирина, Виктория Пименова. Виктория, Ни у один меня, врач не кстати, дает вот таких год назад советов. я Не психолог. консультировал такого человека, врач сказал точно такой бред. Вот это точно такой врач сказал бред. Человеку тоже женщина. Если вы долго будете в тревоге, то вы сойдете с ума, понимаете? Это полный бред. Ни одного человека, ни одного, по данным ВОЗа, Всемирной организации здравоохранения, это мировая организация, которая собирает информацию со всего мира. То есть с разных центров, психологических центров, она берет аналитику, правильно, собирается в центральный штаб ВОЗа. Так вот, ни одного человека в мире от тревожных расстройств не сходило с ума, и ни одного человека в мире не умерло от панических атак. Запомните. Тогда я отвечу на ваш вопрос, если вам сказал так врач. Вот я 10 лет был в тревожном расстройстве. Через сколько я должен был сойти с ума, по его версии, по версии вашего врача. Но вы про это ему не говорите. Вы, если к нему еще пойдете, вы просто задайте ему вопрос, а через сколько примерно я должна сойти с ума, если я буду в тревожном расстройстве. И как бы посмотрите на его реакцию, что он вам скажет. Понимаете? Я думаю, он вам ничего не ответит. Он начнет там запинаться, там, В интернет полезет, да. обычно. Я думаю, он вам как бы толково некую конкретику он вам ничего не ответит. И второй, задайте ему вопрос, а как это происходит, каким способом вот вы должны сойти с ума, как это происходит. Вот тоже, что он интересно вам ответит. Он скорее всего там ответит, что сосуды позабиваются. Да, да, сосуды он ответил, да, сосуды так и сказал. Сосуды позабиваются. Да. Да. Это ужас, ужас. Это Это будет проблема с сосудами, и можно попасть в дурку потом, со временем. Вот что сказал. Это профессионал такой сказать. В психиатрические больницы люди попадают именно когда вот эти панические атаки происходят и так далее. Чтобы человек был то, что настоящий куку, это должно произойти физиологическое воздействие на человека, то есть травма, некая травма, там в аварию попал, там ударился головой, делали операцию, то есть некое вмешательство именно уже в ткань, понимаете, в наш мозг. Эмоциональное не приводит к этому.
Ну, бывает там при Эмоци- смерти, при испуге каком-то, при Эмоционально, виде какой-то смерти смотрите, сходит тоже. сейчас я объясню. Чуть-чуть помешательство есть. Шизофрения у человека развивается только в молодом возрасте, до 30 лет. Шизофрения. И то при шизофрении человек, он не тревожный. Он думает, что он нормальный. Остальные все немножко куку. То есть главный фактор при шизофрении, человек не думает, что он ненормальный. Понимаете? Вот в чем момент. Что шизофреник, он думает, что он нормальный, он не тревожный. Я, кстати, смотрел ролики именно вот больницы, работы и общения врачей с шизофрениками. Шизофреник абсолютно спокойный человек. Абсолютно он спокойный человек. У него ни тревог, ничего нет. У человека больного шизофрения. Понимаете? А если уже из этого тревожитесь, у вас нет никакой шизофрении. Поэтому то, что от тревожного расстройства человек сходит с ума, это полный бред. Это выбросьте это с головы. Вот этим самым доктор вас и напугал очень сильно. Вот этой своей некомпетентностью. Вот этой своей бредовой идеей, только откуда он ее взял, мне как-то тяжело понять, откуда он взял эту идею, что человек в тревожном расстройстве может сойти с ума. Так, дальше мне приписали рексетин и феназепам. Это Боюсь было. принимать. Да, вот боюсь принимать, меняешь убеждения и приступаешь пить эти препараты, но пьете определенное время и запоминайте, что на них с вами происходит, чтобы потом своему лечащему врачу объяснить, какие симптомы, что с вами происходит на этих препаратах. Спускайся вниз, там пониже. Мы уже много там прошли. Вот здесь мы уже. Вот ковид в 21 году, вот Ирина Климанова. Ну вот мы отвечали, вот это вот невролог сказал. Шатание, так и на работе я испугалась и уехала домой. Ну это вот мы его и Виктория, разбирали. заходите, смотрите каналы, там у нас даже мы где-то в прямые эфиры обозначали, где работа с мыслями там и так далее. То есть Есть короткие начинайте смотреть и информацию и постепенно как бы начинаешь разбираться, начинаешь в этом работать, отрабатывать свои ситуации, в которые мы попали. В ЛСД можно сойти сама. Про невролога вы поняли, что это абсолютный бред. Абсолютный бред. Можно в руку попасть. Человек 17 лет. уже Сосуды, в смотрите, на тревоге что? Спазмируются сосуды. То есть тревога на страхе сужается, там сердцебиение увеличится, то есть поднимается давление. Но эти же процессы происходят при физической нагрузке. Если мы возьмем спортсмена и тревожного человека, то если мы уберем страх, все процессы физиологически происходящие в организме у нас будут одинаковы. Но спортсмен от того, что он занимается спортом, бегает дистанции, либо там с мячом, либо поднимает штанги, он же из-за этого с ума не сходит, понимаете? У него же там с головой ничего не происходит из-за этого. Боксеру, да, если ему уже в башку надавали, то у него со временем каждый удар это сотрясение. Мозг ударяется о стенку как бы нашей головы. То есть происходит боксер. То да, это уже травма как бы получается у него физиологическая. То есть это сотрясение. То есть это то же самое, что ты каждый раз бьешься головой о стену. Бам, бам. То есть ты себе делаешь физиологическую травму. А тревога, она не делает никакой травмы. Там просто сосуды сжимаются, сосуды расширяются. Сосуды сжимаются, сосуды расширяются. То же самое, что происходит у спортсмена. Последний вопрос.
17 лет уже в расстройстве, и кардионевроз, тревожно-депрессивное расстройство, ВСД были, остеоневротический синдром, уже около 17 лет. Насиба Иринова. У меня тетя была в этом расстройстве 26 лет. С 40 лет, ей сейчас 66 лет. Было в расстройстве 26 лет. Ничего страшного. Живут люди. Вышла с расстройства. Поэтому тренировки. Вы поймите одну вещь. Сколько бы вы в этом расстройстве не были, разница лишь в том, что человеку, чем он больше в нем находится, просто нужно немного больше времени, чтобы с него выйти. Но это не приговор, это не болезнь. Не зависит от времени, сколько ты там был. Потому что многие могут думать, ой, я там долго был, значит все, это мне на пожизненно. Если человек так думает, он ничего не будет делать. Он смиряется с тем, что у него есть. Но тревожное расстройство, как я еще раз повторяюсь, оно имеет вход и оно имеет выход. Само расстройство, оно промежуточное, если человек работает с собой. Конечно, если человек ничего не делает, то и ничего не будет, соответственно, понимаете? Все, в принципе. Задавайте вопросы, если еще есть вопросы, задавайте, пока мы на эфире. А так уже 2 часа. Однажды, как выписал врач одну таблетку, мне так плохо стало, что скоро не знала, Вам что со скину мной сейчас делать. ссылочку для поддержки После нашего этого канала. начала пить Сразу малой напрямую дозы, скидываю вам ссылочку, увеличивала, кто хочет чтобы поддержать. так же плохо не было. Поддерживайте. Дело- Вот вам ссылочка для поддержки канала. Для кого Виктория, мы сегодня работаем. дело в том, что на антидепрессанты заходят минимальная доза, пьешь 2-3 дня, я вот вспоминаю, как я на стимулатон это заходил. Пьешь четвертинку, там дня 2 или 3, потом переходишь на половинку, потом, еще добавляешь 1/4, половинка и 1/4. Ну вот по 3 дня вот так ты заходишь на них, а потом уже все, ты пошел на целой этой таблетке там. Мне прописывали, по-моему, 1,5 этих таблетки пить. Вот, регулярно, потом, когда заходишь, регулярно пить 1,5 таблетки. И точно так с них сходишь, как бы начинаешь убирать уже в обратном порядке. Пьешь 1,5 таблетки, потом пьешь 1 и 1/4, потом пьешь 1, и так вот начинаешь с них сходить. Вот заходишь по возрастающей, сходишь с них по снижающей или как его? Да, понижаешь. Вот, по понижающей, понимаете? Вести какое-то волнение, полуобморочное состояние и страх, что это увидят близкие. Смотрите, у нас вегетатика, она разбалансирована. Плюс наше мышление, понимаете, наше тревожно-депрессивное, либо тревожное мышление. Там идет такая разбалансир, там ты вообще ты с тобой происходит, оно все постоянно меняется, там такие вещи происходят, зачастую как бы трудно объяснить, понимаете, вот это работа нашей разболтанной вегетатики, плюс работа нашего разбалансированного мозга, понимаете, поэтому тебя может шатать, потом ты выровнялся, потом у тебя проявление пошло, потом снова, потом раз. И смотрите, оно также могут мысли приходить, особенно мысли они запускают тревожность. Но вот когда я был разбалансирован вообще, вот оно так и происходило. Вот с тобой происходит, вот черт знает, что с тобой происходит. Вот вообще с тобой абы что, то врубилось, то тебя там зашатало, то у тебя страх появился, то тебя ломает, крутит, вот тебе плохо. И вот оно все вот так вот меняется, вот какое-то плавает, оно как гремучая смесь. Там вообще вот такая разбалансировка идет, что ее даже трудно как бы описать еще кое-как опишешь, но почему так, трудно объяснить, потому что ты расфальцован вообще, от слова совсем. Вот тебя взяли
взяли, как будто вот ты некая сложная машина, да, вот скажем, сложная некая ты машина, а в тебе гаечки не скрутили, и тебя как бы толкнули, и ты весь раз такой разбалансированный, у тебя все само по себе, понимаете? Оно все по себе работает от того, что все у тебя не зажато, понимаете? То есть до конца не сделано, а тебя не докрутили, не доделали. И вот точно так идет в тебе разбалансировка это. Там и вегетатики твоего мышления, и мозга, и там сам мозг у меня черти знает, что делал. У меня были болевые ощущения, то раздувает, то как будто что-то там в мозгу слипается, то как будто что-то отрывается. Боль с одной стороны на другую переползет, потом ты можешь идти, у тебя бах, поплыло внешний фон, у тебя поплыли деревья, у тебя небо поплыло, то есть вся картинка перед тобой плыть начинает, понимаете? Оно бах, вот ни с того ни с сего, тебя врубило, вот как будто тебе кто-то подскочил сбоку в ухо, бам, и у тебя бу, такой в голове, бу, блин, как бы вибрация такая. Там, блин, такие вещи происходят, непонятные. Вот. Но здесь нужно понимать одну вещь. Одну. И она самая главная. Чтобы с вами не происходило, какие бы симптомы, что бы с вами не происходило. Потому что происходить будет много всего. Что бы с вами ни происходило, не пугайтесь этого. Учитесь не пугаться этого. Это все делает нам мозг и наша тревога. Понимаете? И они постоянно будут нас провоцировать. Они постоянно будут всякими вот этими своими штучками пытаться спровоцировать нас на страх. Страх. А страх это усиление тревоги. А усиление тревоги это усиление всех этих спецэффектов, как болевых, так и галлюцинаций этих всех, понимаете, вот этих всех изломов когнитивных, понимаете. У меня парень, я еще с ним договорюсь, приглашу его, будем с ним вести диалог, он будет рассказывать, что психологов каких-нибудь пригласим. Что с ним происходило. Он мне рассказывал, что у него вот с горизонтальной плоскости, вот, например, вы сидите, да, вот давайте покажем, вот, например, покажи, Слава, озеро. Вот представьте, вот вы сидите, смотрите на озеро, да, вот там лодочки плавают, там деревья растут, и у тебя вдруг эта картинка становится в вертикальную форму, то есть переворачивается. Вот такие у него были вещи. Переворачивается, да, вот так поворачивалась картинка, на бок ложилась. На бок переворачивалась вверх ногами картинка. Здесь не можешь в телефоне. Вверх ногами здесь не переверну, потому что она все равно, она боком у него ложилась. С плоскости становилась поперек. Поперек, ну я же говорю, ложилась на бочок. Не ложилась на бочок. А вот стоят деревья, и вот они раз, вот эта картинка переворачивается. Ну так я же так и показываю, вот она стоит. На бочок ну ложишь. вот. Да ты телефон на бочок ложишь. Ну, а человек-то видит, что картинка ложится. Не ложится, а наоборот встает. Встает. Это человек так и видит, что человек, ну, это я ложу телефон, а у человека. А ты смотри, в ноутбуке, наоборот, на бок ложится, видишь? Не, ноутбуке вообще она стоит. Сейчас, подожди. У тебя телефон ложится, картинка. Вот так она, да, вот да, как сейчас вот становилась. Она у него бок. с горизонта в вертикальную форму становилась. Вот он едет, он еще, кстати, на машине работает. Он едет на машине, а у него с горизонтальной плоскости вдруг картинка становится вертикально. Представляете себе, какие вещи выдавал мозг? Какие вещи, на что способен наш мозг. Он у нас способен такие выдавать перлы, наш мозг. Там просто, как говорят, трэш, понимаете? Вертикальное положение. И все человек видит в вертикальном положении. Вести какое-то волнение, полуобморочное состояние и страх, что это увидят близкие. Ты отвечал на это. Еще страх, что это увидят близкие. Вот это тоже ваша ошибка в мышлении.
А что произойдет, если увидят это близкие? Что они подумают? Ну, что, например, что в вашем понимании, что страшного произойдет, если это увидят близкие? Это первый момент. Второй момент. Многое из того, что с человеком происходит, это не видно. Это не видно со стороны. Никто этого не видит, а просто человеку кажется, что у него земля там двигается под ногами, что его шатает, понимаете? Много есть таких вещей, что происходит, что тебе кажется, что тебя шатает, но на самом деле тебя не шатает. У меня вот этот парень спрашивал, он как бы говорит: Саня, скажи мне, а я нормально разговариваю? Он со мной разговаривает нормально, но ему кажется, что у него речь заторможенная, что он вот так: а я с тобой правильно разговариваю. Вот ему кажется, что он говорит так, но на самом деле он обычно со мной разговаривает. Понимаете, как там происходит? Но ты реально это ощущаешь так, что ты именно там речь тянешь, но на самом деле ты говоришь нормально. Из-за этого вот у человека начинают возникать такие моменты. Но самое, Виктория, вам нужно понять и убрать страх перед тем, что увидят близкие. Ваша, я думаю, будет идея, ваша идея, что меня видят близкие и подумают, что я схожу с ума или я там дурноватая. То есть вот ваша будет идти трактовка. Вот будет у вас идти эта трактовка, и чем больше вы будете пытаться это не показать своим родственникам, тем больше вы будете создавать у себя напряжение. На самом деле с вами там ничего не происходит такого, то что вы себе трактуете. Вы там ни с ума не сходите, ничего. И половина этих вещей, которые с вами происходят, их другой человек со стороны не видит. Это просто человек видит в себе, что у него так происходит. Но в реальности со стороны этого не видно. Но человеку так кажется, что он плывет, вот то, что я вам рассказывал. Понимаете? Слава, что знаешь про амитриптилин? У него седативное действие, он успокаивает, и, ну, тревожность снимает, но с сонным эффектом вроде бы. Он такой, ну, седативным эффектом. Как бы два в одном. Да, он успокаивает, снимает тревожность и... На сон. На сон. Сонливый, да. Просто человек вот такой, как, если много перепить овощного состояния, вот такое вот, качающего состояния. Ну а они сами, в принципе, эти... Очень успокаивают, с успокоительным эффектом. Да, транки, они... Когда человек... Но это антидепрессант считается, но с успокоительным эффектом. То есть два в одном. Есть захват серотонина, которые, наоборот, тебя поднимают, подхватывают, да, там... у тебя эйфорическое состояние. Нет, есть такие антидепрессанты. Есть вот как пригабалин, он снимает тревожность, да, успокоительный. А у этого антидепрессанта он еще и подавляет, ну, такой тебя на полуспущенных колесах держит. Подавленность создает. Подавленность, да, есть такие моменты, некоторые они, вот это, что называют, типа седируют, но седируют, они тебя придавливают, они как бы подавляют вот эту эмоциональную, тревожный этот разгон. И тут же человек может попадать, вот они прибивают и... У вас ловит интернет? Да. Ловит. Аппаратура. И здесь же можете проседать, то есть человек начинает пить, и здесь же может проседать в депрессию, в депрессивное состояние, в подавленность попадать. Вот я знаю такие моменты, что он начинает пить, вроде бы ты как седируешься, то есть оно с тебя снимает это напряжение, но тут же снять этого напряжения начинает, оно как бы прибивать тебя начинает, придавливать. То есть ты входишь в фазу такого депрессивного состояния, потому что на самом деле за тревогой это депрессия. За тревогой ходит депрессия. Она спрятана как за что. Пока тревога высокая на переднем фоне, но за ней депрессия. И поэтому, когда вам прибивают
прибивают тревожность, ее понижают вам препаратами, то все, выходит депрессивный фон такой. Можете попадать вот в такую ловушку. То есть из-за прикрытия осадки тревоги попадаешь в этот депрессивное состояние, вот в этот там, ну, уже депрессивность от уровня тоже зависит, насколько уже подавленность. То есть может быть такое, потому что за тревогой ходит депрессия. За тревогой ходит депрессия. Ну так, все, на сегодня будем заканчивать нашу трансляцию. Спасибо за ваше внимание. Канал, не забывайте, ссылочка перед вами. А также есть на канале, в шапке профиля, есть ссылочка на донат. Заходите, поддерживайте наш канал. Не стесняйтесь поддержкой. Чем больше вы будете оказывать нам внимание, тем лучше. У нас будут эфиры, будем приглашать времени мне больше, будем увеличивать. Больше развиваться, настраиваться на эту волну, больше ребусов слаживать, больше ребусов. Чаще будем проводить эфиры. Если мы будем видеть, что вы заинтересованы в наших эфирах, поддерживаете наш канал, мы сможем уделять вам больше времени. Сами понимаете, все сейчас на финансовых началах, да? Все зависит от финансов. У каждого семья. Везде, да. Да, как надо везде. всем жить, мы теряем время, поэтому и также мы снимаем аппаратуру, где-то берем в аренду, покупаем ее, вот, оплачиваем все. Это все идет на наши плечи. Все, всем спасибо за внимание. Наш канал. Спасибо за внимание. Ирина Иванова, да, спасибо и вам, что вы с нами были. Заходите по ссылочке, поддержите каналчик наш. Или там есть другие данные. Можно на Сбер карту, если есть у вас Сбер. Все, до свидания. Подожди.